Белые гунны – белые кочевники Средней Азии. Царство белых гуннов-эфталитов-хионитов, как называли их разные народы, повелевало Азией, от Иртыша до Кашмира и от Тянь-Шани до Ирана железной рукой. Они покорили Иран, уничтожили греко-буддистскую культуру в Индии, древние царства Средней Азии, но при этом отнюдь не были дикарями, сокрушающими цивилизации. Все соседи и исторические авторы отмечают их культурность, цивилизованность жизни и управления, невероятную верность клятвам и долгу. Однако упорно именуются гуннами или выходцами из гунского царства, которое не славилось высоким уровнем организации и культуры. А уж верность клятвам и договорам не азиатская традиция совершенно. Все пишущие о белых гуннах авторы дивятся тому, как отличаются они от европейских гуннов. Из всех гуннов они одни белы телом и не безобразны лицом, и еще, что они не кочевники, подобно другим унским племенам, но издревле занимают плодоносную страну. Образом жизни они не похожи на других гуннов, и не живут как те по-скотски, но состоят под управлением одного царя, составляют благоустроенное гражданство, наблюдая между собою и с соседями справедливость не хуже римлян или кого другого. Удивительными были и обычаи эфталитов. У них было многоженство у правителей, но многомужество для простых людей. Такой обычай сохранился сейчас лишь в Тибете, отчего, например, Гумилев полагал, что эфталиты – выходцы из Тибета. Однако наличие европеоидов, а еще и блондинов там, мягко говоря, спорно. Правителей же они выбирали не исключительно по праву рождения, а оценивая способности, так что не всегда сын правителя мог стать царем. Известны случаи, когда неудачный поход царя стоил ему трона, и подданные выбирали себе другого правителя. Очень странные имена белых гуннов, дошедшие до нас, например, Катаульф, Тараман и Гадфар, крайне похожи, и главное, легко объяснимы из восточно-германских языков. На монетах изображаются эфталитские цари, выраженные европеоиды, вероятно североевропейского типа, носящие пышные усы подковой по моде Римской империи времен переселения народов, когда там распространился псевдоварварский стиль в моде. Но как германцы попали в глубины Азии, да еще и назывались гуннами? Версии происхождения белых гуннов. Иранская версия наиболее достоверная сейчас. По ней белые гунны – это племена Турана, степные кочевники Средней Азии, близкие родственники парфян и персов, массагетов, сармат и скифов. Их называли гуннами лишь по сходству кочевого образа жизни, но к всадникам Аттилы они не имеют какого-то прямого отношения. В пользу версии говорят надписи эфталитов, которые выполнены греческими буквами на иранском языке. Прокопий Кесарийский пишет о эфталитском военачальнике, который происходит от массагетов, которые и есть гунны, но тут же сообщает, что эфталиты вообще не кочевники, а издревле живут в плодородной стране. Косвенно в пользу иранской версии говорит то, что эфталиты тесно контактируют с самим Ираном, а после с аварами, тоже иранцами в большинстве, и явно симпатизируя им в борьбе с тюрками. Европеоидный облик эфталитов может быть объясним палеоевропейским типом, характерным для авар и сармат, а также для тахаров, с которым эфталиты могли еще и смешаться в процессе взаимодействия. Для всех этих народов был характерен палеоевропеоидный тип, ставший массовым в Южной Сибири в эпоху андроновской культуры, из которой вышли как минимум скифы, сарматы, саки и авары, а возможно, что и сами персы. Тюркская версия меньшая часть исследователей полагает эфталитов тюркским народом, одним из первых, кто попал на Запад, вместе с хазарами и булгарами. Доказательствами являются китайские хроники, которые указывают на родство эфталитов и тюрок по признакам. Носят одежды из кожи, грамоты не знают, пишут зарубками на дереве, а правители используют чужой алфавит и кожу барана для письма. Обитают в шатрах, любят ковры и молочные продукты. Но при этом в одной из китайских хроник есть прямые слова, что язык эфталитов не тюркский. Таким образом, тюркские аргументы выглядят довольно слабо и натянуто. Экзотическая германская версия описания эфталитов как крайне белокожих, светловолосых и голубоглазых людей наводит на параллели с описанием германцев у римлян. Эфталиты воюют пешими, что невероятно для жителей Средней Азии, да еще и гунского рода, выходцев из степи,
где пешие племена просто не выжили бы. При этом они очень хорошие, стойкие воины, а главным оружием в бою у них является секира, короткий меч и круглый щит. Для полноты картины германского воина не хватает только копья Фромеи. Согласитесь, подозрительное совпадение. Как уже упоминали, имена некоторых вождей эфталитов очень похожи на восточно-германские. Так Атаульф можно перевести как волчонок. Сравните германские имена. Атаульф у саксов, или готский священник Ульфила, Гатфар, это и вождь белых гуннов, но еще и правитель племени вандалов до короля Гейзериха. Культурные аспекты белых гуннов: верность клятвам, наличие морали и этики, воинственность, но приверженность своей земле, снова совпадают с описанием германских традиций римлянами. Единственное германское племя, кто мог быть в стане гуннов, а потом оказаться в центре Азии, могли быть остроготы, жившие в нынешней Украине части племени готов, разбитые гуннами и попавшие в их державу, но известно, что тяготившиеся этим положением. Возможно ли, чтобы разгромленные гуннами готы появились не только на западе Европы, но и на востоке, в Азии, куда они ушли, спасаясь от страшного соседства? Тут им пригодился опыт успешной войны с сарматами в нынешней Украине, где они получили прекрасные навыки побеждать конные отряды, отчего эфталиты были так грозны для персов и бактрийцев. И ведь, подобно германцам, эфталиты выбирают правителей, а не покоряются сыну предыдущего. А если правитель неудачлив в бою, его можно свергнуть, как и произошло с несчастным Гатфаром. Все эти доводы оставались преимущественно мифологическими до обнаружения джатаасарской культуры в Восточном Приоралье, чьи материальные носители очень похожи на черняховскую культуру готов в Причерноморье. Тут и образцы керамики, оружия, и, главное, идентичные германским фибулы. Пока, чтобы не порождать сенсаций на пустом месте, эти вещи объявлены результатами торгового обмена, но факт все равно удивительный. Остается небольшая вероятность того, что германские племена, скорее всего остроготы, пришли в Азию, где под именем Ахио или Оя хиониты вошли в историю как эфталиты. Про страну Оюм на Днепре, куда стремились готы из Скандинавии, и созвучную с Ахио, Оя, опять же излишне говорить, очередное совпадение. Последний аргумент – опустение Скифии. Римские авторы пишут, что Скифия опустела на глазах под Гунской Пятой. С ними не хотели жить в одном государстве даже те, кто присягнул на верность. Огромный народ войска скифа Радигайса ушла вслед за визиготами на запад и было уничтожено Стилихоном в Италии. А что мешало такому же войску скифов и готов уйти не на вечно пылающей войной Запад, а в спокойные степи Центральной Азии? Эта история еще будет полна сюрпризов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.